Миллионер вернулся домой без предупреждения и замер, увидев, что горничная делает с его сыном. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, откуда вы смотрите. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Мраморные полы старинного особняка гулко отзывались под шагами Артема, когда он вошел в дом раньше обычного. Ему было 38. Он был успешным предпринимателем, элегантно одетым в светлый костюм и небесно-голубой галстук. Встречи в Санкт-Петербурге завершились раньше, чем он ожидал. И вместо того, чтобы возвращаться в Москву на выходных, он решил внезапно приехать домой. Впервые за долгое время ему хотелось чего-то настоящего. Просто провести день Сэна с сыном. Он специально никого не предупредил. Не захотел, чтобы кто-то заранее готовился к его приезду, чтобы это было спонтанно и непринужденно. Ему нравилось, когда дом жил своей жизнью, без выпрямленных спин, без отчетов и натянутых улыбок, когда атмосфера была наполнена семейным теплом и уютом. Он мечтал заглянуть на кухню, взять кружку свежезаваренного кофе, насладиться ароматом, поцеловать сына и устроить сюрприз персоналу, который он, наконец, увидел после долгих дней отсутствия. Но то, что он увидел, ступив через порог, заставило его остановиться в недоумении. У мойки стояла новая горничная, девушка по имени Лиза. Ей было чуть больше 20, и она казалась полной жизненной энергии. На ней была униформа с закатанными рукавами. Волосы собраны в небрежный, но аккуратный пучок, что придавало ей вид художника, который, погруженный в творчество, не обращает внимания на мелочи. В раковине в большом детском тазике лежал его 8-месячный сын, Матвей. Сердце Артема пропустило удар. Он замер, как именно тот шедевр, который выставили в самой известной галерее мира, не веря своим глазам. Малыш тихо смеялся, будто не знал, что происходит вокруг, пока Лиза бережно поливала его животик теплой водой, одной рукой поддерживая головку. Движения девушки были осторожны и уверены, как у заботливой матери. Она проверяла температуру воды локтем и напевала что-то едва слышное. Мелодия напоминала о спокойных вечерах с его женой. Именно эту колыбельную пела жена Артема до того, как ее не стало. И именно ее нежный голос наполнял дом теплом и упоением. Он не слышал ее голоса уже давно, и этот звук как будто перенес его в детство. Но сейчас он присутствовал здесь, в ее песне, и его сердце пропиталось сплин. Его сын был счастлив, расслаблен, с нежной улыбкой, которая освещала комнату. А горничная держала его так, будто он был ей родным, словно она приросла к этому моменту своей душой. И все же внутри Артема бушевал гнев. Это его ребенок. Никто не должен был прикасаться к нему без разрешения, особенно в отсутствие постоянной няньки Тамары. А сегодня Тамара была в отъезде, и в этом он склонялся к тому, что все было не так, как должно быть. Но разве это оправдание? Вскипятившись от непонимания, он шагнул вперед, резко, шумно. Его шаги гремели в тишине, как гром среди ясного неба. «Что вы делаете?» Его голос сорвался и прозвучал грубо, как холодный ветер в разгар лета. Лиза вздрогнула и медленно обернулась, как животное, пойманное в ловушку. Ее лицо побледнело, словно снег под весенним солнцем. «Простите, я могу объяснить». Этот испуганный взгляд пробрал Артема до мурашек. «Где Тамара?» — резко спросил он, чувствуя, что властные нотки заполняют его слова. «У нее был запланирован отпуск на 2 дня. Я не знала, что вы вернетесь раньше». «А даже если и так...» — перебил он, не оставляя ей шанса. «Почему вы купаете моего сына? Вы горничная. Вы должны полы мыть, а не ребенка». Лиза опустила взгляд, как будто завинчивая крышку на бутылку, и сказала: «У него поднялась температура. Он начал капризничать, плакал почти без остановки. Я не нашла градусника и испугалась. Чувствовала, как его кожа горела на ощупь.
Я вспомнила, как при простуде теплая вода помогает. Я хотела только облегчить его состояние. Клянусь, я собиралась вам сообщить». Артём сжал челюсти до хруста, брови свелись в выражении недоумения. Он перевел взгляд на Матвея. Тот, укутавшись в полотенце, тихо посапывал, прижавшись к плечу Лизы. Малыш был спокоен, и его мирный лик вызывал внутри Артёма все более тревожные чувства. Но тревога не отпускала, нарастала с каждой минутой. «Я нанимаю лучших специалистов. Я плачу, чтобы о моем сыне заботились профессионально». Его голос стал тише, но от этого еще более жестким, как обрезанный провод. «Вы горничная, и вы не имеете права к нему прикасаться. Никогда». Слезы блестели в глазах Лизы. Она не спорила, как будто осознала свою вину. «Простите, я не хотела пересекать границу, но я не могла просто смотреть. Он весь горел, как свеча на ветру». Артём долго молчал, каждый вдох давался с усилием. Затем тихо сказал: «Положите его в кроватку и собирайте вещи». Она побледнела, словно перед ней закрылась дверь в новый мир. «Вы увольняете меня? Я не повторяю дважды». Лиза медленно кивнула, как будто ее кто-то потянул вниз, и вышла из комнаты, дрожа от напряжения. Артём остался один, стоя у столешницы, опершись руками, словно мать о дерево, что укрывает от непогоды. У него в голове гремел хаос, все мысли смешались в клубок, как неприбранный чулан. Он должен был чувствовать, что контролирует ситуацию, что все под его властью. Но все, что он чувствовал, — это пустота, бездна страха и нежелание принимать правду. Тишина в доме была гнетущей и бездонной, как Черное море. Он достал телефон, открыл видеоняню. Матвей спал, лицо было чуть покрасневшим, но выражение спокойное. И вдруг в голове прозвучали слова Лизы. «Он горел. Я не могла просто стоять и смотреть». И эти слова, как шипы, впились в его душу. Наверху Лиза, молча собирая вещи, осторожно положила в сумку старую, чуть потрепанную фотографию. Мальчик в инвалидной коляске с широкой улыбкой. Это был ее младший брат, Саша, сокровище ее сердца. Он умер 3 года назад. У него была тяжелая форма эпилепсии, словно тень, которая всегда оставалась рядом. Лиза ухаживала за ним с подросткового возраста, бросив медицинское училище после гибели родителей, и каждый день она боролась с воспоминаниями, словно с призраками. Но кому в этом доме интересно, что пережила горничная? Неожиданно раздался стук в дверь. На пороге стоял дворецкий Виктор, невозмутимый, как древний памятник. «Артём Игоревич просил передать. Ваши рекомендации и расчёт будут отправлены до вечера. Он просит, чтобы вы покинули дом до захода солнца». Лиза только кивнула, будто к ней обратились по имени. И это было как удар в сердце. Но внезапно раздался вновь тот плач. Не просто капризный, а тревожный, остервенелый. Лиза замерла. Ее сердце затрепетало в груди. Это был тот самый плач, который она слышала ночью, когда у Саши начинался приступ, и в ее душе раздался крик. Она не имела права. Но ноги сами понесли ее вперед, как будто старые раны хотели лечиться. Ворвавшись в детскую, она увидела. Матвей беспокойно ворочается. На лбу пот. Дыхание частое, как у задыхающегося животного. Лиза подбежала к кроватке, прижала ладонь ко лбу, и ее сердце заколотилось от страха. «Нет, нет». Жар вернулся, как старая болезнь, вновь наведя ужас. «Отойдите от него». Голос Артёма прозвучал за ее спиной, указывая на границы, словно граница между миром больных и здоровых. Но Лиза не двигалась, будто прилипла к полу. У него поднимается температура. Он обезвожен. Может быть инфекция. Если не сбить сейчас, может начаться приступ.
Ее голос уже звучал не как паника, а как предупреждение, которое нельзя игнорировать. Артём шагнул ближе. Нарастающий гнев тянул его ко лжи. «Откуда вы это знаете?» Лиза, наконец, повернулась, ее глаза покраснели от слез, они были полны боли и отчаяния. «Я училась в медицинском колледже, но бросила, когда брату понадобился постоянный уход. Он умер, и с тех пор я клялась, если смогу спасти хоть одного ребенка, я это сделаю». «Я уже вызвала врача», — сказала девушка. «Но ждать нельзя. Мы не можем себе это позволить». Артём посмотрел на сына. Лицо малыша было красным. Он дышал с усилием, как будто бороться с невидимым врагом. Он не сказал ни слова. Просто передал Матвея ей в руки, как будто отдавал свою надежду и единственное сокровище. Лиза быстро смочила ткань, приложила к шее и подмышкам малыша, уложила его так, чтобы дыхание стало ровнее, и по каплям начала поить специальным раствором. Каждый шаг был продуманным. Ее движения были точны и аккуратны, как у опытного врача, как хирург, спасающий жизнь. Постепенно малыш начал успокаиваться, его дыхание становилось мягче, вернувшись в привычный ритм. Когда врач прибыл, он только подтвердил. Если бы не действие Лизы, у ребенка могла начаться фебрильная судорога, как в поистине ужасном сне, и все в комнате замерли от страха. Позже, уже вечером, Артём снова вошел в детскую. Его лицо светилось решимостью. Лиза поднялась, готовая уйти, готовая лицом к своему будущему. Но он произнес: «Не уходите». И ее глаза расширились от удивления, как у оленя, попавшего в свет фонаря. Она растерялась, не понимая, как реагировать. «Простите, я осудил вас, не зная. Я испугался. А вы спасли моего сына. Вы стали его ангелом-хранителем. Тамара скоро выходит на пенсию. Мне нужен человек, которому я могу доверять, кто сможет следить за ним с такой же заботой, как и вы. И я вижу, что вы именно такой человек. Если вы согласитесь, я хочу, чтобы вы стали постоянной няней Матвея. А еще я оплачу ваше обучение. Закончите медицину. Вы должны быть рядом с детьми. Вы ведь знаете, что это значит». Лиза закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы, давя на желание и волнение, словно внутри нее взрывалась радость. «Я даже не знаю, что сказать. Тогда просто скажите, что останетесь». Мягко ответил он, протянув руку, словно пытаясь вклиниться в ее сердце и завоевать веру. Она кивнула, как будто внезапно поняла, что нашла свое призвание и долг. С того дня все изменилось, как в сказке, где добро побеждает зло. Лиза стала не просто сотрудником, она стала частью семьи, частью его мира, в который она привнесла тепло, свет и пережитую любовь, создавая новый уют, в котором все могли быть счастливы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях, что она для вас значит. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы постараемся радовать вас новыми историями, наполненными смыслом и надеждой. До свидания.